молнии – это самое частое опасное природное явление на Земле. С древних времен люди изучали ее, но так и не ответили на главный вопрос – как же она зарождается? Для того, чтобы это понять, нужно заглянуть внутрь облаков. Но технических средств для этого долго не было. И вот в последние десятилетия новые возможности в изучении молнии открыли ученым сверхскоростные, сверхчувствительные современные приборы. Так что же увидели ученые в облаках? Об этом по гамбургскому счету мы решили спросить директора Международного центра изучения молнии в Университете Флориды Владимира Ракова. Здравствуйте, Владимир Александрович. Спасибо, что пришли к нам в программу. Здравствуйте. Для меня большая честь быть участником программы «Гамбургский счет». Владимир Раков родился в 1955 году в городе Семипалатинске. В 1977 году окончил Томский политехнический университет. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1991 года работает в Университете Флориды. Автор более 300 публикаций в научных рецензируемых журналах по различным аспектам молнии, в том числе 4 монографий. Лауреат премии Карла Бергера за выдающиеся достижения в области исследований молнии, а также премии Тошио Такеути. С 2013 по 2017 год научный руководитель исследовательского проекта «Молнии и грозы. Физика и эффекты» в Институте прикладной физики Российской академии наук по программе мегагрантов. Владимир Александрович, а как же так получилось, что люди наблюдают за молнией уже тысячи лет, последние 100 лет изучают это явление особенно пристально, а вот физическая природа молнии до сих пор не описана? Почему? Какие вот фундаментальные проблемы для ученых за этим стоят? Ну, есть несколько проблем. Может быть, даже их можно разделить на 3 группы. Первая связана с инициацией молнии. Как она рождается? Как она зарождается в облаке, поскольку это происходит внутри облака. Поэтому оптические методы регистрации здесь помочь не могут. Какие-то теории, основанные на радиотехнических методах измерения, они выдвигаются, но потом появляются другие наблюдения, которые не подтверждают эту теорию. Поэтому вот с инициацией молнии в облаке тут, конечно, большие проблемы и наибольшая неопределенность. Вторая категория, проблем связана с развитием молнии между облаком и Землей. Как она себя ведет, когда она родилась и куда она движется? Вот как она вышла из облака, направилась к Земле и до момента удара в Землю. Вот это вот развитие молнии мы называем. И здесь, казалось бы, какие могут быть проблемы? Вот она была там, теперь она здесь. Не совсем так, потому что молния развивается обычно не непрерывно, а ступенчато. То есть она не может непрерывно двигаться к Земле, она должна остановиться, подумать, потом двигаться дальше. Причем это обязательно наблюдается для отрицательной молнии, которая переносит отрицательный заряд на Землю. Для положительной может быть непрерывное развитие, а может быть ступенчатое. И детали вот этого ступенчатого развития, особенно для положительной молнии, они в настоящее время не очень хорошо понимаются. И, наконец, третья, последняя категория вопросов, она связана с так называемым финальным скачком. Молния, она инициируется на высотах порядка 5-7 километров над уровнем Земли. И в тот момент, когда она стартует в облаке, она не имеет никакого представления, какие объекты есть на Земле, где она закончит свое путешествие. То есть молния не знает, куда она попадет? В точности нет. Конечно, если она, зародилась над Москвой, она вряд ли там где-нибудь в Твери приземлится. Но вот где конкретно, даже я, может быть, так могу грубо сказать, или она в ваш дом попадет, или в соседский, вот она решает этот вопрос. Объект поражения молнии, да. Она не знает, но это означает, что и вы предсказать его не можете. Совершенно верно. И этот вопрос окончательно молния решает, когда она находится на высоте порядка 100 метров. То есть вот она 7-5 километров над землей стартует, и когда она подойдет в пределах примерно 100 метров, а то и меньше, вот тогда она уже окончательно решает, где будет точка удара, какой объект или какой элемент объекта она поразит. Можно кое-что хорошее про молнию сказать. В общем-то, может быть, даже и возникновение жизни на Земле связано с молниевыми разрядами, поскольку органические соединения, аминокислоты, они могли образоваться на Земле, первые органические соединения, только в присутствии электрических разрядов. Если бы не было молнии, не было бы жизни на Земле. То есть молния может быть причастна к процессу эволюции нашему? Совершенно так.
сейчас у вас есть возможность снимать молнии уже на высокочувствительную аппаратуру. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ну вот этот типичный отрицательный разряд на Землю. Обычно вот он ветвится. Это скоростная съемка. Расстояние временное между кадрами 100 микросекунд. Но вот в этот момент уже можно заключать пари, какая левая или правая ударит в Землю. Как вы думаете? Левая. Правильно. Но вот в тот момент, когда я сказал о пари, это было еще совершенно неясно. Да что вы, то есть это решается вот до такой степени в последние прям секунды? Да, так называемый финальный скачок. Вообще у геофизиков принято спорить, заключать пари в этот момент? Вы как бы собственную силу предсказания испытываете? Ну, честно говоря, нет, потому что вот такие вот записи, они обычно анализируются постфактум. То есть в реальном времени мы не смотрим, конечно. Более того, большей частью наша аппаратура работает в автоматическом режиме. И потом, когда мы уже просматриваем, что мы наснимали, вот мы уже тогда только заключаем пари. Ну вот хороший пример мы только сейчас посмотрели для нисходящей отрицательной молнии. Их 90% всех наземных молний. А есть еще молнии восходящие. То есть эти молнии, в них начальный процесс, который мы называем лидером, он начинается не в облаке, а с заземленного объекта. То есть для того, чтобы такая восходящая молния могла произойти, нужен объект высотой 100 метров или выше. Допустим, Останкинская телебашня годится вполне. 540 метров. Известно, что в среднем она в год поражается молнией 30 раз. Из этих 30 разрядов в год 2 или 3 будут нисходящие, а все остальные восходящие. То есть Останкинская башня и другие небоскребы, высотки, которые у нас есть по всему миру в больших городах, они сами чаще порождают молнии, чем в них попадает молния нисходящая? Инициация молнии происходит на самом объекте. Они сами инициируют молнии? Да. Они сами, да, совершенно верно. Они сами инициируют молнии. Если бы не было этого объекта, молния бы в данный момент бы и не произошла. То есть они усиливают электрическое поле локально. А это и определяет момент возбуждения молниевого разряда. А это означает, что в те времена, когда не было никаких небоскребов и люди не умели строить никакие высотные здания, то, что наблюдали древние люди, они всегда наблюдали те молнии, которые сверху поражаются. То есть они не видели молнии, которые мы сами, люди, порождаем. Это действительно так. Ведь для восходящей молнии действительно нужен man-made, то, что называется, искусственный объект, высокий, 100 метров или выше. Тогда их не было. Да, действительно так. Еще один пример – это молнии, которые начинаются с летательного аппарата. То есть самолеты, коммерческие авиалайнеры, они поражаются молнией в среднем раз в год. Ничего страшного не происходит. То есть они сконструированы таким образом и проверены на молниестойкость. Ничего страшного не происходит, но в случае инициации молнии самолетом будет канал молнии, развивающийся вверх к облаку, и одновременно канал, развивающийся вниз, в сторону Земли. То есть вот такой двунаправленный лидер. И, конечно, древние люди таких явлений наблюдать не могли. Я знаю, что физики вашей специальности не любят этот вопрос, но мне не простят ни наши телезрители, ни даже, я думаю, операторы в студии, если вы уйдете, а я вас не спрошу. А шаровая-то молния есть? Ну, наверное, ответ на этот вопрос зависит от того, что называть шаровой молнией. Существуют базы данных, в которых собраны тысячи свидетельств наблюдений шаровой молнии, и это только надежные свидетельства. То есть оттуда исключены все сомнительные и явно, так сказать, фейковые записи. С другой стороны, скорее всего, шаровая молния – это не одно какое-то явление, это целая группа разных явлений, разной природы, которые объединяются в одну категорию шаровая молния. Например, известно хорошо, что при размыкании контактов выключателей мощных электрических установок возникают свечащиеся шары или другие образования, немножко другой формы. И они, значит, существуют достаточно долго. При отсутствии грозы
Наблюдались они, в частности, на подводных лодках. То есть вот То это есть получается, что это шаровые молнии, это такие плазменные образования рукотворные? Это рукотворные, совершенно верно, рукотворные плазменные образования. Тут одна категория, но она включается в этот общий класс шаровых молний. С другой стороны, часто шаровая молния наблюдается во время грозы и, в частности, после обычной линейной молнии. То есть, видимо, значит, какое-то родство между обычной нормальной молнией и шаровой молнией существует. Владимир Александрович, а почему тогда специалисты по молниям так не любят вопрос про шаровую молнию? Ну, видимо, по той же самой причине, почему ученые многие не любят отвечать на вопросы о зеленых человечках, об инопланетянах, поскольку... Нет объекта для изучения? Ну, практически. Ну, в науке можно предлагать любые теории, и много есть теорий шаровой молнии, включая и миниатюрные черные дыры, и реакция аннигиляции материи и антиматерии, и метеоры из антиматерии, чего там только нет. Но проверить, работает этот механизм или нет, практически невозможно. И не получалось экспериментально ни разу получить шаровую молнию? Были, конечно, сообщения, и не раз, что шаровая молния была воспроизведена в лаборатории. Но никогда не удавалось этот эксперимент повторить независимо в другой лаборатории. Более того, были эксперименты, проведенные Флоридским университетом на эту тему. В котором вы работаете, да? То есть было выделено финансирование, нас попросили проверить, что будет, если ток триггерной молнии, вот тот тип молнии, который инициируется небольшой ракетой, растягивающей тонкую проволочку под грозовым облаком, это называется триггерная молния. То есть если ток этой молнии пропустить через разные материалы, может или не может шаровая молния образоваться. И такие эксперименты мы проводили в 2006 году. Около сотни разных образцов было проверено. Ну, я, может быть, заранее скажу, что результаты были, ну, можно сказать, отрицательные. То есть ни разу не получилось, чтобы образовалось плазменное шаровидное образование, которое бы хоть сколько-то можно было зафиксировать, чтобы оно там подержалось хотя бы там секунду, сколько? Вот это вот вы ключевые слова сказали сейчас. Для того, чтобы какое-то плазменное образование называть шаровой молнией, оно должно жить по меньшей мере секунду. Типичные времена жизни для шаровой молнии – от 1 до 4 секунд. Вот если в этом диапазоне. И вот это вот главная проблема, почему она так долго живет, да? Да, совершенно верно. А какие-то короткоживущие плазменные образования, плазмоиды – это сколько угодно. Это то есть их получить можно? Конечно. То есть любые эксперименты со взрывами. Всегда, когда, значит, в какой-то ограниченный объем закачать большую энергию, будет образовываться что-то такое светящееся. Но оно недолго живущее, оно не может жить больше 1 секунды. И вот в наших экспериментах с триггерной молнией самая большая длительность была порядка полсекунды. Поэтому мы сделали заключение, результаты опубликованы, мы сделали заключение, что мы не можем сказать или подтвердить, что шаровая молния была воспроизведена в наших экспериментах. Мы пытались, и мы это сделали, пропускать ток молнии порядка 10 тысяч ампер, это вот такие токи в молнии, через разные образцы, которые закреплялись на длинной пластиковой трубе, и, в общем, вот ток молнии через все эти образцы протекал. А образцы были самые разные, то есть там были металлы, допустим, алюминий, порошок? Медь, порошкообразный, и проволочка тоже, сухой, влажный, кремний, сера, уголь, даже такой, может быть, экзотический материал, как бет-гуано. Бет-гуано? Бет-гуано. Это что такое? Это экскременты летучих мышей. А их-то То есть есть теория, что шаровая молния, она возникает, когда вот обычная молния ударит в такое место, где вот этот бет-гуано находится. Это верование индейцев? Ну, проверяли мифы?
Ну, не совсем. Дело в том, что бет-гуано богато соединениями азота и в давние времена использовалось для изготовления пороха. Так что, в общем, это, ну, в некотором То есть у этого есть некоторые физические основания вполне? Есть. Ну, я бы сказал, не очень большие, но, тем не менее, наша задача была просто проверить, правда или нет то, что говорят другие. Ну и что, помогли вам летучие мыши? Ну, в результате, значит, этот контейнер с содержимым, он взорвался, и все это разлетелось по полигону. Ну, скорее, продукты горения этого самого материала разлетелись по полигону, и никаких долгоживущих плазменных образований не получилось. То есть просто память летучих мышей сгорел, и весь полигон... Можно сказать и так. Владимир Александрович, ну а если уже без шаровой молнии, вот вы запускаете, сами инициируете молнию, это называется триггерная, да, триггерная молния, вот это как происходит? В триггерной молнии используется небольшая ракета, примерно 1 метр длиной, может быть меньше, она может быть и из пластика сделана, может быть и из металла. То есть сама ракета никакой роли не играет, ее задача только растянуть проволочку, очень тонкую, обычно медную, ну иногда стальную применяют, в промежутке между облаком и Землей. То есть, конечно, нужно грозовое облако. То есть источник энергии – это, естественно, грозовое облако. Если нет грозы над головой, можно запускать сколько угодно ракет, ничего не выйдет. А что получается? Вы сидите в засаде, ждете, пока подойдет грозовое облако, и когда оно появится, и тогда вы запускаете ракеты. Так? Точно так. И кроме того, мы контролируем напряженность электрического поля специальными приборами. И когда она превышает какой-то эмпирический порог, значит, это время нажимать кнопку. Давайте посмотрим как раз ваш полигон Camp Landing, видео, как выглядят ваши эксперименты, как вы получаете триггерную молнию. Тут ракета пошла вверх, проволочка взорвалась и произошел разряд, в данном случае в линию электропередачи. То есть здесь проходило тестирование линии электропередачи. Пусковая установка находится на телескопическом подъемнике, который используется в электросетях. Ракета идет вверх, где-то через 2-3 секунды она растягивает проволочку длиной примерно 300 метров. Ну, мы могли бы и 540 растянуть, потому что на катушке 700 метров. То есть как Останкинская телебашня. Принцип тот же самый. Очень высокий объект, который усиливает электрическое поле, вызывает молнию восходящую. Единственная разница заключается в том, что наша проволочка взрывается, как бы одноразовая Останкинская башня. Вот запускают ракету, да? Да. Это другая пусковая установка. Она находится на платформе 11 метров над землей. Значит, видно, что там есть 6 таких алюминиевых труб. В каждой из этих труб находится ракета. Вот она стартует, видно дым от ракеты, проволочка взрывается, молния возникает. Вот полномасштабная молния с токами порядка 10 тысяч ампер и электрические потенциалы порядка десятка мегавольт, 10 миллионов вольт примерно. То есть источник энергии, опять хочу подчеркнуть, это естественно грозовое облако. Мы просто стимулируем молнию из конкретного уже образовавшегося, развившегося грозового облака. Владимир Александрович, а вот на записи слышны голоса. Это что, люди находятся рядом, они при этом присутствуют? Почему слышно? В данном... Где вот вы в этот момент находитесь, ваши коллеги, кто это кричит? Да. Это же опасно? Это очень опасно. Это действительно полномасштабная молния, она может убить, и молния убивает, это хорошо известно. В данном конкретном случае, те кадры, что мы видели, вот эта вот пусковая установка находилась на расстоянии 70 метров от вагончика металлического, в котором находились люди. Обычно этим занимаются аспиранты. Их не жалко? И меньше жалко. Ну и, так сказать, конечно же, преподаватели, профессора тоже в этом деле участвуют. За 25 лет существования полигона у нас не было ни одного несчастного случая. То есть вот этот вагончик или пункт контроля
Он надежно защищен, он заземлен. Что очень важно, нет никаких металлических проводников, которые бы входили в этот вагончик снаружи. Есть волоконно-оптические линии связи и есть пластиковые, ну, можно сказать, шланги. То есть вот пуск ракеты контролируется сжатым воздухом. Владимир Александрович, вы 5 лет были научным руководителем мегагранта «Молнии и грозы. Физика и эффекты». Вот в процессе работы в этом проекте, как вы продвинулись в понимании физики молнии? Что произошло? В ходе мегагранта были получены новые уникальные данные, которые опубликованы в международных журналах и, в общем-то, вызвали в какой-то степени, ну, я так скажу, что очень серьезный интерес по всем 3 направлениям. По всем 3 направлениям. Ну, я, может быть, скажу об инициации молнии. Часть работ, существенная часть работ по мегагранту проводилась на высоковольтном центре или в высоковольтном центре в Истре. Вот силами сотрудников этого центра, а также Высшей школы экономики и Института прикладной физики Российской академии наук были получены с помощью скоростных камер с усилением света изображения очень необычных плазменных формирований внутри облака, искусственного облака заряженных водяных капелек. И эти образования, они не были похожи ни на какие другие разрядные процессы, ни в молнии, ни в длинной искре, ни в лабораторной искре. То есть они имели какую-то ячеистую структуру, и отдельные элементы этой структуры были горячими. Причем вот этот нагрев, что было в какой-то степени сюрпризом, он происходил на очень коротких временах, меньше 1 микросекунды. И по нашему мнению, мы назвали вот эти структуры unusual plasma formations, необычные плазменные образования. Не исключено, что это необычные плазменные образования являются промежуточным этапом между невозмущенным воздухом и зародышем молнии. То есть как бы То есть это есть недостающее звено. Недостающее звено в процессе понимания инициации молнии. Вот то, что мы видим, здесь 2 кадра. Один кадр обозначен буквой А, а другой буквой Б. Это 2 последовательных кадра. Время экспозиции каждого кадра где-то между 6 и 7 миллисекунд. И временной интервал между кадрами 2 миллисекунды. То есть это была инфракрасная камера. В чем ее особенность? С помощью этой инфракрасной камеры можно было заглянуть внутрь этого облака. И если бы это была обычная камера, работающая в видимом диапазоне, то мы бы ничего не увидели. То есть вот эти вот каналы, вот эта какая-то ячеистая структура, вот вся эта вот сложная морфология, это возможно было увидеть только с помощью инфракрасной камеры. Вот давайте посмотрим на левый кадр. И вот там цифрой 1 обозначен положительный восходящий лидер. Вот эта вещь хорошо известная, изученная и в длинной искре, и в молнии тоже. Этот лидер, плазменный канал, горячий. Вот он такой черный, потому что он горячий. Он развивается от заземленной плоскости, на которой там есть небольшой шарик, для того, чтобы облегчить его инициацию этого лидера. И он прорастает вверх. А под номером 3 вот не только вот это вот по диагонали идущая с левого верхнего угла в правый нижний ветвь, а вот все остальные, которые ниже ее, вот это все unusual plasma formation, необычное плазменное образование. Ну и не исключено, что вот может быть самый вот толстый канал, там вот он, если считать, где троечка, его назвать первым, идти вниз, следующий яркий, второй, а вот еще третий, вот самый толстый, вот может быть
из него и получится зародыш молнии. А вот это искусственное облако, вот так оно выглядит снаружи, да? То есть то были картинки, как инфракрасная камера видит изнутри, а это вот как выглядит это облако снаружи. Совершенно верно. Это в видимом диапазоне. То есть облако выглядит темным, даже если там что-то было, мы увидеть не можем в видимом диапазоне. И это статическая фотография. Она показывает, вот это в виде какого-то такого, расходящаяся струя, что ли. Вот это такое облако, такую оно имеет форму. Эта экспозиция была 4 секунды, длинная экспозиция. И можно наблюдать, по-моему, 4 искры, да, примерно 1,5 метра длиной. И разряды эти происходили между заряженным облаком и шариком, который находится на заземленной плоскости. Эта заземленная плоскость, она вот такая наклонная, если видите. Вот я раньше упоминал. Вот внизу мы здесь видим ее шарик. Хорошо видно. Да, то же самое происходит при изучении естественной молнии. В видимом диапазоне мы видим облако, может быть, какое-то диффузное свечение, может быть, когда там что-то начинается, но какие там каналы, как они прорастают, что там происходит, мы увидеть не можем. Ну и, может быть, более важный фактор – это то, что инициация молнии и потенциально вот эти необычные плазменные образования, они внутри облака. И естественные облака, они, конечно, гораздо более плотные, чем вот эти маленькие облака с маленькими капельками, которые использовались в Истре. Поэтому единственная надежда только на то, что зарождение молнии и вот эти необычные плазменные образования будут возникать близко к границе облака, где, значит, вот толщина облака небольшая, и, возможно, мы что-то сможем увидеть. Большое спасибо. У нас в программе был директор Международного центра изучения молнии Университета Флориды Владимир Раков.